Среди огромного разнообразия садовых растений есть много красивых и неприхотливых культур. Особой популярностью пользуются те, что отличаются не только своим эффектным цветением, но и декоративной листвой, которая сохраняет свой яркий вид почти круглый год. Именно о таком кустарнике с необычными привлекательными соцветиями и потрясающей окраской листвы я сегодня хочу рассказать. Называется леукатоэ. Саженцы этого вечно зеленого кустарника мне удалось приобрести в нашем местном садовом центре. Скажу честно, даже при огромном ассортименте разных декоративно-лиственных растений не обратить внимания на яркий вид леукатоэ было невозможно. Как только я зашла на территорию магазина, мне сразу бросились в глаза его выразительные красные листья, полыхающие словно костер. Крона леукатоэ отчетливо выделяется на фоне других растений и имеет высокодекоративный вид. Наиболее эффектные его краснолистные сорта. Из самых популярных можно назвать сорт Red Lips, Zeblet Scarletta, Little Fire, Royal Ruby, Curly Red, Twisting Red, Rainbow, Burning Love, White Water, Макияж и другие. Все они отличаются видом своей декоративной листвы, которая может менять окраску в течение сезона. Есть сорта с вариегатной и пестрой листвой, как, например, Rainbow, Макияж и White Water. Но, как по мне, особой яркостью отличились сорта Red Lips, Zeblet Scarletta, Little Fire или Little Flames. Их листья имеют красивую глянцевую фактуру и привлекательный насыщенный цвет. Весной они красноватые, летом преимущественно зеленовато-бронзовые, а к осени приобретают алые, бордово-пурпурные и даже темно-винные оттенки. В таком ярком наряде кустики так и уходят под снег. Очень необычно и эффектно они выглядят на белом заснеженном фоне. Весной кустики выпускают кисти соцветий из многочисленных миниатюрных колокольчиков. Цветки могут быть белыми, кремовыми или розовыми. По виду они чем-то напоминают ландыши и имеют приятный запах. Цветет леукатоэ с середины весны по июнь, то есть около 1,5–2 месяцев. Уверена, что среди зрителей уже есть те, кто знаком с этим декоративным растением. Большая просьба к вам, поделитесь, пожалуйста, своим опытом и мнением по леукатоэ. Отдельное спасибо всем за ваши советы, лайки и комментарии. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. В зависимости от разновидности и сорта, кустики леукатоэ могут вырастать от 30 см до 1,5, реже 2 метров в высоту. Есть виды, которые хорошо разрастаются вширь, и их часто используют как почвопокровники для создания вечно зеленой живой изгороди и бордюров. Но в основном этот кустарник не отличается скоростью роста и имеет компактную крону. Леукатоэ можно выращивать даже в контейнерах. Кстати, есть сорта не только с удлиненной, овальной, но и кучерявой листвой. Очень интересные компактные леукатоэ Twisting Red и Curly Red. Их причудливые мелкие листики имеют закрученную форму и насыщенную окраску от темно-зеленой до ярко-бордовой. Кстати, сорт Curly Red отличается своей повышенной морозостойкостью. Если вы захотите украсить свой сад этими растениями, хочу от себя дать вам небольшой совет. Наиболее ярко они будут выглядеть на солнечных участках или в легкой полутени. Моей ошибкой было то, что некоторые саженцы я посадила в тенистом месте, где их листья стали тускнеть. Со временем мне пришлось их пересадить. Однако на солнечном расположении леукатоэ потребуется вовремя поливать и, самое главное, мульчировать основание куста. Этот кустарник относится к семейству вересковые и любит не только оптимальную влажность и рыхлый питательный состав грунта, но и кислую реакцию. Имейте также в виду, что леукатоэ, как и многие его вересковые сородичи, ядовитый, хотя навряд ли кому-то придет в голову употреблять его в пищу. Стоит сказать, что это растение довольно редко поражается насекомыми и болезнями. Однако в посадочную яму необходимо на дно уложить слой дренажа, так как его корни не любят замокания. Леукатоэ отличается своей выносливостью и хорошо приспосабливается даже к неблагоприятным климатическим условиям. Данная культура произрастает в разных частях Америки, Восточной Азии и даже на острове Мадагаскар. Интересно также, что свое название этот кустарник получил в честь белой богини Левкатеи из древнегреческой мифологии. Его также часто называют жемчужным цветком. Ведь особенность леукатоэ не только в его декоративной листве, но и в эффектном цветении.
Еще одним плюсом этого растения является его способность не сбрасывать на зиму листья и его долгожительство. К тому же многие сорта спокойно выдерживают морозы до -20 и даже -30 градусов. Хотя в регионах с суровым климатом и малоснежными зимами кустики необходимо высоко мульчировать и укрывать. В моей садовой коллекции есть несколько вечно зеленых лиственных растений. Например, очень радует меня даже зимой посадки пестролистной юбки и самшита, но леукатои своим видом превзошел всех. Его листья с осени не только не потеряли свою бордово-пурпурную окраску, но, как мне показалось, стали выглядеть еще ярче. Возможно, такой эффект проявился именно на заснеженном фоне. Представьте, как красиво будут смотреться яркие кустики, высаженные в ряд. Леукатоя также очень красиво сочетается с хвойными, гортензиями, рододендронами и азалиями, вересками и пиерисом японским. Кстати, последний внешне очень многим схож с леукатоей. У пиериса тоже вечно зеленая глянцевая листва и соцветия в виде миниатюрных колокольчиков. Посмотреть видео об этом растении можно, перейдя по ссылке, которая сейчас находится в правом верхнем углу экрана. При посадке леукатои выбирайте самые видные места, желательно в легкой полутени. Если у вас известковый состав почвы, в посадочную яму необходимо внести кислый торф. Можно также добавить под перекопку пару больших ложек коллоидной серы. Грунт для этого кустарника должен быть легким и питательным. Учтите также, что вечно зеленая листва леукатои постоянно испаряет влагу и может сильно пострадать с конца зимы и ранней весной от активных лучей солнца, когда корни еще находятся в полузамерзшем и спящем состоянии. В этот период не лишним будет пролить основание кустиков водой, чтобы почва быстрее оттаяла и начала активнее функционировать корневая система. Леукатоя не нуждается в частой обрезке, хотя для большего кущения и придания аккуратности крону можно формировать. Весной также по необходимости проводят санитарную обрезку, удаляя сухие и пострадавшие ветки. Если вы захотите размножить леукатои, воспользуйтесь черенкованием, которое проводят в летний период. Хотя иногда практикуют и выращивание этого кустарника из семян. Из леукатоя можно создать красивый вечно зеленый бордюр, а его компактные сорта украсят композиции с низкорослыми растениями, ракарии и альпийские горки. Этот эффектный кустарник также можно выращивать в контейнерах, которые преобразят вид вашей веранды, придомовую территорию и даже городской балкон. Леукатоя будет удачно смотреться как сам по себе, так и с другими декоративно-лиственными и цветущими культурами. При несложном уходе его яркие блестящие листья будут радовать вас на протяжении круглого года, а весной кустики выпустят свои очаровательные соцветия с нежными ароматными колокольчиками. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.